Батуми в мае. Чем здесь можно заняться? Какая температура воды, температура воздуха, есть ли дожди, осадки? И вообще, много людей на пляжах или нет? И правда ли, что в Батуми в мае холоднее, чем, например, в Казани, в Поволжье, в России? Этот выпуск про май в Батуми, смотрите. Это канал не местный, я Константин, а Аделины сегодня не будет, она в отъезде, но в этом выпуске будет весточка даже от нее из Казани. Расскажу в целом про май в Грузии, про май в Батуми. Это еще не сезон, но уже перед сезоном город просыпается, ремонтные работы еще продолжаются, но скоро закончатся. Строительные работы, а в этом году вообще брусчатка меняется на улице Руставели в Батуми. Так вот, город уже просыпается, готовится к сезону. Многие аттракционы, вот сейчас я иду по набережной, аттракционы проверяются, готовятся тоже к лету, к запуску. Становится теплее, все больше и больше людей вижу на улицах, как и местных, так и приезжих, туристов. На майские праздники здесь вообще было много людей, уже первый такой поток пошел. И вот зимой, если сразу понятно, что это зима, и пальмы были все связаны, то теперь их уже развязали, их развязали уже в апреле. И сейчас они вот вполне себе напоминают летние пальмы и такой антураж приморского городка южного. Понемногу оживают прокаты вот таких электроавтомобилей, где можно самим проехаться по набережной, а можно взять, например, водителя и с личным экскурсоводом немного прокатиться, например, от Орби и до морского порта. Вам попутно будут рассказывать, что здесь интересного. Интересная такая экскурсия, такая мини-обзорная экскурсия по набережной. Меня в комментариях спрашивали про это, можно ли так вот покататься с водителем. Да, это возможно. Причем там можно сидеть, насколько я понимаю, даже вчетвером, даже в шестером. Есть такие большие прокатные автомобили. Поговорим про погоду в мае в Батуми. Ну, что сказать. Вот сегодня, да, сегодня теплый день, плюс 18. Можно уже ходить в футболке, и абсолютно тепло. Солнце уже жарит, пригревает. Но в целом май холодный в Батуми и довольно дождливый. Кто бы вам там что ни говорил, уже второй год подряд в мае очень холодно. Вот до этого дня были, например, дожди, там по 3 дня бывают дожди. Они не ливни, не такие прям, чтобы прям очень сильные и долгие, но капает с неба, дождик моросит, все равно неприятно выходить на улицу без зонта или без плаща. В целом май прохладный в Батуми, температура днем в мае 18 градусов, например, вот это максимум, а минимум, наверное, ночью 14-10 градусов. То есть, что мне нравится в Батуми, здесь между ночью и днем не сильно отличается. Но в целом, вот, например, сейчас Аделина в Казани, в целом в Поволжье теплее, гораздо теплее, чем в Батуми. Как раз сейчас мы спросим у Аделины, которая находится в Казани, как сейчас обстановка в мае в Казани. Всем привет из солнечной Казани. Да-да, я уже здесь. И те, кто подписан на наши социальные сети, уже об этом знают. Мы напоминаем, QR-коды на экране, ссылки в описании. Май в Казани радует теплой погодой, буйством зелени и, конечно же, цветением черемухи. Правда, черемуха уже отцветает. Сейчас время сирени, просто потрясающие цветы. И, конечно, много молодой, сочной зелени. Но, несмотря на теплую погоду днем, в сравнении с Батуми, ночи в Казани холодные. Температура воздуха ночью понижается до 8-7 градусов, несмотря на то, что днем поднимается до 20 и выше.
Но ночью мы не гуляем, ночью мы спим, поэтому днем мы можем позволить себе одеть уже легкие куртки, футболки и наслаждаться наконец-то весенним теплом. А ведь скоро лето, всего несколько недель, и в Батуми стартует самый настоящий туристический сезон. Ну как вам? Это же несправедливо. Блин, здесь юг, здесь субтропики, в Батуми. Это Грузия. А в Казани, которая гораздо севернее, там погода лучше, и приятнее, и теплее, и меньше осадков. Но это Батуми. Поэтому, кто не приехал в мае, не переживайте. В июне будет теплее. Но в июне у нас будет новый выпуск. Начало сезона. Обязательно подписывайтесь на наш канал. А кто смотрит этот выпуск в июне, скорее всего, у нас уже вышел новый ролик про начало туристического сезона, про июнь. Смотрите скорее. Вот такая погода во второй половине мая. То есть, да, стабильно уже установилось 17-16 днем. Ночью тоже довольно тепло, так что уже можно с комфортом ходить в футболке, джинсах или даже в шортах. Подытоживая, скажу, что все-таки май это не туристический, совсем не сезон еще в Батуми. Здесь вас может накрыть и ливень, и холод, и вообще все на свете. И даже шторм на море бывает. Так что кто приедет в конце мая или в июне, это уже будет вполне теплый и сухой сезон. А вот так выглядит набережная сейчас в мае. Народу еще очень-очень мало. Ларьки потихоньку начинают открываться. Ну, мороженое всегда, даже зимой работает. Вот эти вот такие интересные штуки, где можно боксерскую грушу за 1 лари, кажется, стоит. Где у нас? Да, 1 лари. Ударить и проверить себя на силу удара. Они всегда работают. Коммунальная техника ездит, потому что они торопятся. Нужно к сезону. Уже осталось совсем немного все успеть, все сделать, все прибрать. Я вот подумал, это говорю, что плохо, что осадки, дожди. А ведь кому-то, может быть, дожди нравятся. Такие тропические дожди, это тоже необычно. Так что кому-то, если нравятся дожди, можете прилетать в мае. Они еще здесь есть. В июне, в июле, в августе уже их очень мало будет. В основном здесь будет солнце, солнечные дни. Да, и еще такой один интересный факт. А вы знаете, где дождей больше, в Батуми или в Лондоне? Многие, наверное, скажут, конечно, Лондон, это же такой дождливый город. Вот вы знаете, в Батуми за год выпадает 2200 миллиметров осадков, ну так в среднем. А в Лондоне всего 615, в 4 раза меньше. То есть Лондон вообще отдыхает по сравнению с Батуми по количеству осадков, по количеству дождливых дней, потому что в Батуми каждый второй день считается дождливым. Вот такой здесь климат. А я уже подошел к такому интересному месту. Кто-то, наверное, узнал, кто здесь живет. Это считается один из самых крупных пляжей напротив Орби. Сейчас я вам расскажу и покажу, как выглядят пляжи. Вообще, готовы ли они к сезону в мае. Сразу скажу, что нет, они не готовы, потому что вот здесь, например, должны быть такие деревянные палеты, которые обозначают дорожку. По ней можно пройти без песка. Вот здесь приходится идти по песку прямо до гальки и дальше сразу же к морю. Много ли людей? Вот смотрите. Но это совсем не похоже на сезон, потому что все-таки май, потому что вода холодная. По поводу воды. Вода сейчас 17-18 градусов. Ну да, такая довольно прохладная. И мало кто купается, хотя вон я вижу плескаются. Но кто еще не видел наше предыдущее видео по поводу погоды в апреле и температуры воды в апреле в Черном море, в Батуми, на экране сейчас где-нибудь здесь появится, или на нашем канале, поищите. Там Аделина искупалась в этом холодном море, которое градусов 15-14, наверное, было, и совсем не замерзла. Очень интересное такое видео получилось. Да, видим вот этого мужчину, который уже ходит и кричит, предлагает тапочки. Кукуруза. Семиты. В общем, уже все, да, уже можно загорать. Да, по поводу людей. Люди лежат, они уже раздевшись, многие купаются, так что загорать вполне себе можно. А пляжи пустынные.
То есть это о чем говорит? Кто не любит большого количества скопления людей, это для вас. То есть вы здесь и днем можете ходить спокойно и загорать, и вечером приходить сюда и гулять, и погружаться в свои мысли, философствовать. И тепло, приятно. Это такое межсезонье приятное, что людей еще нет, а вы уже можете наслаждаться. Но такой еще маленький нюанс. Многие девушки, славянки, которые сюда приезжают, они возмущаются слишком назойливым вниманием грузин. То есть они сюда приходят, например, раздеваются, загорают. Если девушка одна, то к ней обязательно и несколько раз подойдут грузины для того, чтобы поинтересоваться, не скучно ли ей, хотят ли они компанию и так далее. Ну, многих это немножко так напрягает. Многие девушки вообще хотят остаться, побыть наедине, позагорать, не думая ни о ком, остаться в одиночестве, но не получается. Поэтому, если вы едете одна или с подружкой, то имейте в виду, грузины очень настойчивы, и они не отходят после слова «нет». Они будут дальше продолжать настаивать. Ну, что есть, то есть. Давайте потрогаем море, посмотрим, какое оно вообще. Но я вижу, что не особо-то и прозрачное. Вот метра 2 примерно, да, видно гальку, а потом уже она очень мутная и зеленая. Ну, вы знаете, вода уже не такая холодная. Я бы зашел в такую воду и поплескался пару минут. Так что вполне возможно уже купаться даже. А в конце мая, например, будет вообще очень хорошо. В июне уже вполне себе. Напишите, как вам такая вода. Вообще мне не очень-то нравится такая. У нас даже есть выпуск, где мы в прошлом году ездили, искали специально, где почище вода в Батуми. Объехали около 5 или 6 пляжей. И в итоге нашли чистую воду. Но она оказалась не в Батуми, а чуть-чуть подальше, где Гонио. Ну, в принципе, можно недалеко это доехать на автобусе, либо на такси. Минут за 20-30. Вот там чистейшая вода. Кто не смотрел, вот здесь сейчас будет выпуск. Ну или на нашем канале посмотрите обзор пляжей Батуми. Да, вот мы видим, что еще многие аттракционы устанавливаются, реконструируются, ремонтируются. Вот здесь вот это все, они работают летом, все аттракционы. Летом ночью светятся, здесь очень много музыки, света и вообще очень весело. Сейчас готовятся к тому, чтобы сезон получился ярким и веселым. А еще в Батуми просто можно гулять вдоль этого озера. Здесь гуси, лебеди, утки, много всякой живности. А кому надоело гулять, вы можете взять на прокат велик и прокатиться вот по этой длинной дорожке, специально выделенной для велосипедов, для самокатов. И вот туда она уходит. От аэропорта и до морского порта, я думаю, можно доехать спокойно, набраться. И смотрите, какая красивая здесь получается панорама. Едете и наслаждаетесь видами. Итак, чем можно заняться в мае в Батуми? Давайте я вам покажу набережную. Пока буду рассказывать. Можно просто гулять. По набережной не так много людей. Кого напрягают толпы туристов, здесь идеально. Уже тепло, уже можно ходить раздевшись, можно загорать. На пляже, как вы видели, совсем немного людей. Спокойно можно лежать, наслаждаться, думать о своем, не перепрыгивая через головы лежащих и отдыхающих. Пока еще это не сезон. Что вы можете еще сделать? Ну, наверное, посетить некоторые концерты. В Батуми приезжают иногда звезды, устраивают концерты. Это какие-то выступления, то певцы приезжают. В общем, много всего. Кому мало в Батуми, вы можете съездить в Тбилиси. В Тбилиси можно добраться, например, на поезде или на автобусе. На автобусе 5-6 часов, на поезде, на автобусе. Кому-то нравится поезд. Я вот сравнил, да, по комфортности, наверное, поезд будет получше, но в поезде не всегда есть интернет. Для меня это очень важно.
И поэтому я выбираю автобус, где всегда есть интернет. Это просто круто, там Wi-Fi, все включено. И автобус немножко дешевле. Идет на полчаса примерно дольше, чем поезд. Но я бы в следующий раз выбрал именно автобус. Так вот, в Тбилиси там еще больше разных развлечений, разных событий. Билеты можно достать без проблем, нет ажиотажа, можете съездить даже в один день, а можете там остаться, там погулять. Тбилиси тоже очень красивый город, вернуться сюда обратно и продолжать чилить на море. А еще в Батуми можно насладиться животным миром. Как вы знаете, Батуми — это город собак. Привет! А это вообще знаменитая собака. Мы ее называем Добби. Такая милая вся. Здесь собаки многие с бирками, ну почти все. Бирка означает то, что собака вакцинирована, стерилизована, и она не предоставляет никакой опасности для людей. Она дружелюбная, полненькая. Да, здесь в Батуми очень любят бездомных животных, за ними ухаживают, их очень любят. Вот такая горячая, на солнышке пригорелась. Да, кстати, у нас есть выпуск про уличных животных. О, привет, еще один про уличных животных в Батуми. Кто не смотрел еще, посмотрите, вот сейчас будет на экране, либо на нашем канале. Какие же они милые. Еще одна прибежала, смотрите. Все хотят внимания. Батуми — это для тех, кто любит животных. Маленький лайфхак для тех, кто гуляет по набережной в жаркую погоду. Установлены вот такие фонтанчики питьевые. Здесь для детей, наверное, здесь для взрослых. Так нажимаете, и льется вода. И вот здесь также фонтанчик. Она питьевая, ее можно пить. Вообще в Грузии пить воду можно даже из-под крана. Можно не покупать и с собой не брать большое количество воды. Так что от жажды вы точно здесь не пропадете. А кому надоело гулять под солнцем, вы можете свернуть в такой вот лесочек. И вот здесь спокойно вдоль набережной между деревьями можно идти. Здесь гораздо прохладней. И те, кому уже напекло голову, вы можете здесь немножко охладиться. А вот тот самый проспект Шаты-Руставели, где мы видим, что машин очень мало. И вот эту вот брусчатку будут менять, точнее ее будут убирать, и вместо нее будет асфальт. Для чего это нужно? Ну, говорят, чтобы увеличить пропускную способность машин, чтобы быстрее проезжали они. Пробки на самом деле долго стоят, потому что быстро не могут ехать. Поможет ли это, не знаю. Увидим. А вон вдалеке заметно, как идет ремонт дороги. Говорят, до середины июня все дороги будут отремонтированы, асфальт положен, ремонта уже не будет. Ну, было бы хорошо, если бы успели. О, какая классная плитка, красивая. А здесь будет тротуар широкий. Вот этого не хватает, да, в Грузии, чтобы широкие тротуары были. Ну и дорога, вот здесь будет дорога. Да, кому-то нравилась плитка, точнее брусчатка. Но автомобилистам, конечно, я думаю, нет. Она была не по душе, потому что, ну и ходовая убивается от нее. И в целом вся машина трясется, когда по ней едут. Но это история, часть души Батуми. Надеемся, она останется в старом городе по менее оживленным трассам. Ну, это было бы хорошо. Хочется, чтобы старая часть Батуми осталась такой же европейской, какой она была до этого. Предлагаю зайти на еще один пляж напротив вот этого здания, строящегося. Мариот. Такое красивое, необычное в виде волны. Ну, сразу же видим, что практически никого нет. Пустынно. А это вот душ. Работает ли он? Но я думаю, что нет. А, работает? Смотрите. Все. То есть уже готов к сезону. О, какая теплая вода. Вы бы знали. Очень приятно. Сезон приближается. Ну да, здесь людей чуть поменьше. Но лежат, загорают, отдыхают. Уже совсем не холодно, если раздеться и загорать, лежать. Прям прекрасно. Но сегодня еще теплый день. 18 градусов. На днях прогреется до 20. И примерно такая погода будет всегда стоять. И еще раз напоминаю, это вот время, когда вы можете почувствовать уединение. Лежать
Никто вам не мешает, нет криков, нет людей с кругами, там, ходящих через вас. Ну, такой человый отдых. И какая прекрасная здесь панорама. Там вон башня Алфавит вдалеке. Здесь Шератон. Здесь Мариот видим. Батуми вообще красивый город. Вот когда еще увидишь столько свободного места около моря. Обычно в сезон здесь в 3-4 ряда все занято. И приходится обходить через зонтики, перешагивать через круги. Вот оно море. Так что принимаю бронирование. Какое вам место бронировать? Вот здесь? Вот здесь вот. Или вот здесь вот. Давайте говорите. Я сейчас поставлю здесь флажок, чтобы до вас никто здесь не занимал. Давайте пощупаем море. Здесь оно как будто бы прозрачнее, но это так кажется, потому что где помельче, оно прозрачное, да. Но вот буквально метр глубина и уже все, там оно зеленое-зеленое. Это может быть не грязь, это какие-то вот соли. Но однако не чистая, не кристально чистая. Не, нормальная вода уже совсем не ледяная. Ну, 17-18 градусов. И здесь каждую неделю на 2 градуса теплеет. Предлагаю поговорить насчет ягод, фруктов и овощей сезонных в Батуми. Вообще сейчас сезон клубники, земляники, черешни, алыча уже, да, шелковица, мушмула, яблоки, груши. И давайте посмотрим, какие цены. Да, вот видим мы здесь клубнику, но здесь, правда, какая-то совсем она уставшая. Обычно больше бывает, наверное, закончилась. Черешня вот появляется, да, хорошо. Здесь, ну, стандартно авокадо, яблоки, апельсины, мандарины, но они круглый год. Яблоки сезонные 4,50 лари стоят. 3,50 лари стоят такие яблоки. 3, ну, в общем, большое количество различного всего. Там мы видим картофель, помидоры, ну, стандартно все, овощи и арбуз. Вообще в Батуми очень много таких маленьких развалов, таких палаток с овощами, с фруктами, с ягодами. И через каждые 100 метров можно найти. Цены везде разные. Ну и логично, наверное, что они сильно зависят от удаленности от моря. Чем ближе к морю, если первая линия, там очень дорогие будут ягоды. Например, клубника там может стоить 15 лари. Вот сегодня в одном месте спрашивал. А вообще у нас нормальная средняя цена это 4-5 лари за килограмм. Поэтому смотрите, чем дальше от моря, тем будет дешевле. А если ближе к горам, тогда вообще будут цены для местных, как говорят, то есть самые низкие цены. Если у вас есть время и желание, вы можете туда прогуляться и там закупиться. На этой сладкой ноте мы заканчиваем наш выпуск про май в Батуми. Кому выпуск показался интересным, поставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам интересно побольше узнать о Батуми. Если вы собираетесь сюда приехать, мы даем очень много полезной информации. И у нас еженедельные выпуски. Наши соцсети вы тоже знаете, где искать. А сзади меня, кстати, недавно установленная концертная площадка, которая очень мешает ночью спать. Она настолько громкая, что я вот здесь недалеко живу. Она просто вообще... И здесь целая афиша мероприятий. Я вот с нетерпением жду следующего концерта. Поэтому, если вы будете проживать в Рамаде, это около новой аллеи героев, имейте в виду, здесь очень тяжело заснуть ночью.